Здравствуйте, уважаемые зрители канала! Сегодня мы предлагаем вашему вниманию новый выпуск на тему «Какие последние желания выполняли в СССР перед казнью?». Власти страны Советов обещали своим гражданам светлое и безопасное будущее. После революционной разрухи долгое время процветали преступные шайки, карманники и уголовники. Их вылавливали и уничтожали, а вместе с ними и тех, кто был неугоден советскому правительству. Как правило, казнили сразу же после приговора, поэтому у смертников не было времени на какие-то пожелания. В послевоенное время такого количества репрессий уже не проводилось, а в хрущевское и брежневское правление смертников стало меньше в разы, и им уже разрешали попрощаться со своей жизнью. Однако не все было так однозначно. Как все происходило, рассказал в своих воспоминаниях бывший начальник одной из расстрельных тюрем Азербайджана. Друзья, хотим порекомендовать вам отличный YouTube-канал «Лекторий Достоевский». Там в простом и интересном формате вы сможете узнать о русской истории, литературе и искусстве. В лектории собраны только проверенные факты и описания событий. Сейчас на канале «Лекторий Достоевский» выходит интереснейший цикл видео, посвященный СССР. Вы сможете узнать о главных событиях и исторических эпохах в Советском Союзе, а также о промышленности, советских спортсменах, культуре и искусстве, конечно же, о советских людях. Узнавайте главное о Советском Союзе в новых видео на канале «Лекторий Достоевский» каждую неделю. Переходите по ссылке в описании видео и подписывайтесь. Испокон веков человечество использовало наказание смертью с показательными целями на публику и в назидание всем сомневающимся. Правда, когда казни принимали массовый характер, их, наоборот, старались скрыть. Какие виды казни существовали на Руси, перечислять долго. Ассортимент был большим – от сжигания заживо, утопления до четвертования и совсем уже простого вешания на ближайшем дереве. Так или иначе, но ряд условностей накануне и во время совершения казни соблюдался еще со времен Древней Руси. Позднее стали выходить специальные законы о том, как вести себя осужденным накануне казни. К примеру, в уложении 1649 года была запись о том, что приговоренные к смерти должны в течение 6 недель молить Бога о прощении, сидя в покаянных избах. Недели отсчитывались до дня исполнения приговора, и бывало так, что смертников действительно миловали. Те, кто совершил преступление против государственной власти, например, народовольцы или декабристы, имели право писать перед казнью прощальные письма своим родственникам. Им разрешалось даже повидаться с женами и родителями, исповедаться, а перед казнью произнести прощальную речь для народа. Вплоть до революции в Российской империи имели место формальные проявления сострадания к смертникам в виде причащения и прощальной исповеди. Однако, когда власть перешла в руки большевикам, то они стали расстреливать тех, кого считали преступниками без всяких лишних условностей, сразу после вынесения смертного приговора. Никто даже не заморачивался с тем, чтобы хоть немного подготовить приговоренного к смерти. Правда, были исключения, когда смертникам сохраняли жизнь на определенное время, чтобы побольше выяснить следствие или еще по каким-то веским причинам. Все десятилетие с 1930 по 1940 год проводились так называемые сталинские репрессии, когда выискивали врагов народа. В 1938-39 годах был самый разгар большого террора, репрессий, которым сталинское правительство подвергало всех неугодных вождю людей. И им в большинстве случаев грозил расстрел. Однако даже тогда осужденные на гибель имели право в течение 3 суток после суда подать ходатайство о помиловании. Но, как правило, почти все эти прошения не удовлетворялись, и часто не было даже справедливого суда. Например, правом на ходатайство воспользовался Лев Каменев, бывший коллега Сталина, а потом и Григорий Зиновьев. Конечно, их приговор остался в силе, так как через день после рассмотрения прошений Президиумом ЦИК СССР эти враги народа были уничтожены. Кстати, был такой приказ Наркомата внутренних дел от 1935 года, согласно которому в некоторых регионах Союза фотографировали смертников перед расстрелом. Зачем? Чтобы потом сличить труп и фото, а вдруг расстреляли не того. Дело в том, что иногда, но очень редко, заключенные подкупали охранников и вместо них расстреливали кого-то другого.
Эсэр Владимир Христианович Бруновский, бывший заключенный камеры смертников Бутырской тюрьмы, приговоренный к расстрелу, но избежавший смерти, потом вспоминал, что в 1920-е годы смертников неделями и месяцами раскручивали ОГПУшники, собирая сведения о соучастниках и просто обо всех, кого те знали. При этом было совсем неважно, сообщали ли приговоренные ценную информацию или нет. В конце концов, их все равно расстреливали. Бруновский сам просидел 3 года, но стучать ни на кого не хотел. Его чудом вытащили представители иностранных дипмиссий и помогли сбежать с семьей в Европу. Политика Сталина в военные годы изменилась мало, но добавились статьи за измену родине в пользу немецких захватчиков, военные преступления. Военным трибуналам предоставили рассматривать дела в течение суток после вручения обвинительного заключения. Приговоры военных трибуналов не могли быть обжалованы в кассации и могли быть отменены или изменены лишь в порядке надзора. Каждый расстрельный приговор отмечался особо. Военный трибунал по телеграфу докладывал об этом председателю военной коллегии Верховного суда, главному военному прокурору Красной армии или главному прокурору военно-морского флота СССР. Если через 72 часа от них не было телеграммы, то приговор приводился в исполнение. Конечно же, ни о каком последнем желании приговоренного к смертной казни речи вообще не шло. По некоторым данным, за годы войны в отношении граждан СССР было вынесено 8000 расстрельных приговоров по самым разным статьям. В 1950-70-х годах смертникам дали больше времени, чтобы отправлять кассации и просьбы о помиловании. У них появились даже некоторые поблажки. Такие узники питались из общего со всеми заключенными котла, правда, им запрещалось приносить передачки, и их не выводили на прогулки. Если же смертник был больным, потерял здоровье, его не расстреливали. Лечение проводилось вплоть до выздоровления и проводились постоянные медосмотры. Потом, когда врачи решали, что заключенный выздоровел, снова назначали день исполнения приговора. Смертники находились в одиночных казематах. Родные могли их посетить только в случае, если есть разрешение председателя Верховного суда. Если просили, то им позволяли молиться. Правда, таких желающих и воспитанных в духе советского атеизма было крайне мало. Если смертник просил выполнить пустячную просьбу, вроде последней сигаретки перед смертью, ее выполняли. Инструкция тюремщиков не позволяла передавать родным и близким смертника ничего из его личных вещей. Однако, если шла речь, например, о последнем фотоснимке сына для его матери, то тюремщики могли нарушить предписание. Видимо, после войны сердца людей несколько смягчились, и они уже перестали гнаться за неуклонным выполнением воли правительства, как это было в сталинские времена. В СССР тема смертных казней была засекреченной, и участники этого действия подписывали документ о неразглашении. После развала СССР правда об этом стала вылезать на божий свет. В воспоминаниях Халида Юнусова, бывшего начальника одной из советских тюрем в Азербайджане, было много интересных данных о содержании смертников уже во времена позднего СССР. Правда, вывод из этого всего можно сделать только один. Итак, подробности. В советские времена наручники одевались только на приговоренного к смертной казни, а таких заключенных предупреждали заранее, и в место исполнения наказания они пребывали только после вынесения расстрельного приговора. Начальник тюрьмы предлагал осужденного написать прошение о помиловании, если тот считал приговор необоснованным. Если же тот отказывался, то подписать отказ. И тот и другой документ отправлялись в вышестоящие органы, сначала в прокуратуру, а затем по всем инстанциям. И пока обращение доходило до Москвы и там шли разбирательства, смертник оставался в живых и ждал. Если приходил ответ «рассмотрено», казнь заменялась сроком на 15 лет, а если привести в исполнение, то приговоренного ждала смерть. Смертники содержались в камерах-одиночках, но если мест не хватало, то по двое в одной камере. Не допускалось общения между ними, главным образом из-за опасности сговора, но еще и боялись утечки информации. Родственники к этим людям допускались только с разрешения Верховного суда. Бывший начальник расстрельной комиссии Халид Юнусов рассказывал, что в СССР особо не церемонились со смертниками в плане того, каким образом их лишали жизни. Никаких гуманностей не было. Да и сама процедура не была четко отработанной. Расстреливали как попало, могли сделать не один, а несколько выстрелов. Правда, такое было не во всех тюрьмах. Например, как утверждал бывший начальник, в Ленинграде применяли другую систему, чем у них в Азербайджане. Как правило, ликвидация происходила после 12 часов ночи. На ней должны были обязательно присутствовать прокурор по надзору и начальник тюрьмы во избежание подстав. То есть они следили, чтобы не расстреляли кого-то другого.
Еще там были врач, который констатировал смерть, и уполномоченное лицо, которое занималось учетом. После процедуры составлялся акт, который подписывали все присутствующие. Заключенному не говорили, куда его ведут, но сообщали, что прошение о помиловании отклонено. Момент был жутким. Некоторые сидели прямо на глазах, так как понимали, что это последний маршрут. Юнусов вспоминал, что жутко было смотреть, когда откроешь дверь расстрельного кабинета, а человек застывает на пороге, не идет внутрь. В кабинете наглухо закрытые стены из резины, и люди сразу понимали, куда их привели. Кто-то сопротивлялся, приходилось связывать. Кто-то сам безвольно падал, а были и такие, кто умирал от разрыва сердца. Исполняли приговор трое. Один стрелял, другие держали приговоренного к смерти. Стреляли из пистолета системы «Наган» почти в упор, в голову. Иногда бывало, что приходилось делать контрольные выстрелы. Про последние желания преступников Юнусов говорил мало, так как в действительности редко кто просил о чем-то перед смертью. Одним из первых расстрелянных у меня был молодой парнишка из городских. Он убил своего дядю, воткнул пальцы трупа в розетку. Якобы дядя от тока умер. Когда его в последний раз вызвали на допрос, то спросили: «Какое у тебя будет последнее желание?» Об этом спрашивают ради соблюдения формальностей. Парнишка попросил папиросу. Дело в том, что про желание это спрашивают, но кто его выполняет? Если попросит приговоренный закурить, то да, это еще исполнит. Но вдруг ему захочется застолья напоследок, как в фильмах. Это нереальные вещи, такое исполнять никто не станет. Также Юнусов опроверг тот миф, будто перед смертью в камеру к заключенному приглашались священник или мулла для того, чтобы осужденный исповедовался, встал на путь истинный, грехи свои осознал. На самом деле в Советском Союзе, как все знают, даже на поминки люди боялись пригласить священнослужителей, чтобы потом их из партии не исключили. А уж в тюрьму и подавно. Это все сказки. Еще бывший исполнитель смертных приговоров сказал, что заключенные смертники именно в азербайджанской тюрьме содержались более жестко, чем остальные. К приговоренным нельзя было приходить и отдавать передачки, гулять им совсем не разрешали, и из камеры они выходили только раз в сутки, в туалет. Во многих фильмах изображают, что в тюремных камерах были толчки. По словам Юнусова, это неправда. Туалеты для заключенных находились в другом месте. Родственникам и близким людям никогда не сообщали, где захоронили казненного. То есть даже элементарное желание быть погребенным по-человечески для смертников было неосуществимым. Из всего вышесказанного можно сделать только один вывод. Последние желания смертников во времена СССР не удовлетворялись, разве что самые мелкие, типа последней папироски. Да и у большинства из них совсем не было никаких желаний. Они испытывали лишь смертельный ужас или апатию, и больше ничего. Для того, чтобы посмотреть и узнать еще больше интересных фактов неизвестной истории России, подпишись на канал и поставь лайк. Мы постараемся донести до каждого зрителя настоящую неизвестную историю России.